Роман, и я занимаюсь доставкой машин в Нью-Йорке. Приезжаю в гараж прокатной компании, забираю машину и везу ее клиенту. Я же забыл рассказать, какие машины-то я доставляю. История такая. Есть прокатная компания, которая сдает в прокат машины. Таких десятки по миру, все они известны. Я работаю с компанией Kite. Ее отличие в том, что если у обычной прокатной компании тебе надо куда-то ехать и там забирать машину, компания Kite, она доставляет машины к своим клиентам. Машины довозят такие ребята, как я. Их называют серферы. Есть приложение, ты его открываешь, и там есть заказы, скажем, на завтра, на 10 утра. Необходимо забрать в гараже машину и доставить эту машину к клиенту, и ты, соответственно, берешь этот заказ, примерно как берут заказы таксисты или берут заказы другие доставщики, скажем, еды. Точно так же может быть, что машину надо забрать у клиента. Ты приезжаешь по нужному адресу, забираешь машину и отвозишь эту машину в гараж. В гараже можешь взять другую и отвезти следующему клиенту. Я выполняю заказы. Я за каждый заказ знаю, сколько я получу денег. Я могу получить еще чаевые от клиентов. Они видят мое имя, могут мне поставить рейтинг. Они могут оставить $1, могут оставить $5, кто-то оставляет 10, самый там раз в месяц кто-нибудь доставит. Но чаще чаевые не оставляют. Примерно так это все и работает. А я дальше отдыхаю, и мне через час отвозить следующую доставку. Так, я закончил свой третий заказ и сейчас еду в другой гараж забирать машину. И это будет моя 4-я доставка. И потом будет небольшой перерыв, несколько часов.
определенный кайф этой работы в том, подработки, если можно так назвать ее, в том, что ты свободен делать все, что тебе захочется, и у тебя есть свободное время. А в свободное время можно наслаждаться такими видами, как сейчас. Да, второй гараж находится именно рядом с East River, и можно сидеть и наслаждаться видом на Манхэттен, пока ожидаешь новый заказ. Итак, мой 4-й заказ. Мне ехать 26 минут осталось из 30. И это достаточно редкий случай, когда надо ехать далеко. Как правило, я предпочитаю брать короткие, где-то 10-15 минут поездка. И тогда можно взять, например, 2 заказа за час сделать. И получится, скажем, $26. А если взять один, но большой, то это $18-19. То есть, получается, меньше заработаешь. Но в любом случае, основная история больше не про деньги, потому что это дополнительный заработок, но не значительный и не постоянный. Поэтому это больше история про удовольствие, про то, что ты катаешься на машине. Достаточно спокойное движение. Сегодня пятница, 11. Да и в целом не сказать, что здесь какое-то сумасшествие происходит. То здесь достаточно очень милая история. Тебя пешеходы пропускают, типа, ждут, когда ты проедешь. Благодарят тебя, когда ты их пропускаешь. Хотя они переходят по пешеходу, но все равно они тебя такие: спасибо. Опять же, люди пропускают тебя. Даже если ты неприятный товарищ и пытаешься вклиниться в какой-нибудь ряд, пожмут плечами, но все равно тебя пропустят. И бывает. Человек такой, и все. И в целом очень-очень приятное вождение, оставляет очень благоприятное впечатление. Понятно, что если какой-нибудь житель спокойного города Америки приедет в Нью-Йорк, то для него такой тип движения, вождения будет, конечно, достаточно грубым, я так думаю. Да и в целом люди считают, американцы считают нью-йоркеров, жителей Нью-Йорка очень грубыми ребятами. Опять же, в сравнении со всей Америкой. Но опять же, тоже Бруклин относительно спокойный город. И здесь не так много пробок. То есть не бывает такого, что мы встали и все, и тишина. То есть так, движемся как-нибудь спокойно. Бывают небольшие проблемы, пробки. Часто они случаются по вине водителей грузовиков. Скажем, где-то в районе 3-4 часов дня грузовики начинают уезжать из города. И маленькие улочки, они поворачивают, до конца не поворачивают, перекрывают другую улицу. И, соответственно, 2 улицы вдруг опа и встали. Но опять же, проходит 3-5 минут, и все это рассасывается, и все становится спокойным. То есть нет такого, что ты встал и будешь стоять и долго ждать. Хотя, безусловно, конечно, и такие истории случаются. Куда без этого. Но в целом вот я вожу для этой компании уже год, больше года. И я могу сказать, что вот Google Maps
мне показывает практически всегда точное время, когда я приеду. То есть я на него могу рассчитывать практически всегда в 95% случаев. 5% случаев это когда происходит какой-нибудь праздник, мероприятие, выходной день, и, соответственно, улицы перекрывают, и тогда может быть небольшой коллапс, либо улицы перекрыты, и мне надо ехать в объезд, и тогда маршрут у меня займет, скажем, не 15 минут, а 18. Ну вот, заказ у меня в 11 часов я должен доставить. Google мне показывает 10:59. Скорее всего, я приеду либо на 2 минуты раньше, либо на 2 минуты позже, но, скорее всего, в то же самое время. Так, я сделал 4-й заказ. Итого у меня вышло, я за сегодня заработал $65 на данный момент, а времени 11:25. И я пришел в Чипотле обедать. И на самом деле сегодня достаточно легкий и спокойный день. Я надеюсь, что по итогу у меня выйдет где-нибудь $150. И это в целом какая-то цифра, которую ты держишь у себя в голове, с целью, что вот я должен сегодня столько заработать. Это типа комфортная сумма. Для жизни этого недостаточно для нормальной в Нью-Йорке, но вот в данный конкретный момент, в данной конкретной точке эта сумма, она ок, и с ней можно как-то жить и работать. А вообще выходить из дома меньше, чем за $60 смысла нет, потому что ты на транспорт, на велосипед, еще на какие-то вещи потратишь больше, то есть дешевле оставаться дома. И вот, уже вечер, мой рабочий день подошел к концу, без 15:08. Все, я сделал еще 5 заказов, я успел поработать в Старбаксе, еще раз поесть, несколько раз погулять, посмотреть на реку и в целом неплохо провести время за рулем. Но еще пришлось подождать клиентов, безусловно. Один клиент еще отказался от заказа, и пришлось возвращаться в гараж. Но это обычная ситуация. Сейчас я отвожу машину и поеду домой. Сколько же я заработал? Самый животрепещущий вопрос. Сделав 12 заказов, я заработал $180. Плюс на следующий день мне пришли еще чаевые. То есть кто-то из клиентов оставил чаевые. Кто именно, я знать не могу, и никто не знает. Вот $190 за день работы. Относительно, на мой взгляд, ненапряжный. Катаешься по городу, на велосипеде, на метро, на машине, много перерывов, много свободного времени, мало контактируешь с людьми, то есть забрать ключи, отдать машину, отдать ключи. Можно даже вообще и не знать иностранного языка. Выводы делайте сами. Потом я расскажу отдельно видео, как стать и что требуется, чтобы быть водителем в компании Kite в Нью-Йорке. Всего доброго
и удачи! If I can make it there, you know I'm gonna make it anywhere. It's up to you.